Всем привет! Новый день, новая торговая сессия. Уже открыл терминал, подготовил вкладки и сейчас будем просматривать по скринеру монетки и искать точки входа, чтобы что-то подторговать. Так, сегодня я начинаю с 133 долларов. Риск на день 5 долларов, как и всегда, так что могу упуститься максимум к 118, к 128. Но, скорее всего, за одну торговую сессию точно лимита не достигнем и, я надеюсь, поторгуем в плюс. Так что в любом случае пока все хорошо. Так, давайте посмотрим. Я уже вот увидел, что залистилась новая какая-то монетка. Вроде она сильно двигается. СПК тикер. Давайте я ее себе добавлю. Сразу я, если она новая монетка, ее нету в списке. А вот так должна быть. СПК. Так. На часовике всего 3 часа монете. Вообще круто. Ох, 8%. Вот это движение, это на минутке прям очень хорошо ходит. Оставим ее. Надеюсь, будут по ней сделки. Так, еще XSN летит. Давайте добавлю. Неправильно этот тикер прочитал, но главное записать. Вот так, есть. Есть. Также, что мы здесь видим? Был рост, нисходящее движение, и сейчас пробили мы сильным движением вверх. Также процентику 5 движения, пока пусть будет. Третья вкладка. Что у нас тут еще интересного есть? В принципе, мне нравится и Aero, и Okra. Давайте их добавлю. Там кажется, шортовое движение можно будет взять. Какой тикер в Okra? Я как-то неправильно пишу. Орка. Орка, не Окра. Моя ошибка. Так, есть. Мне здесь понравилось, что на 5-минутке замедляется падение и какая-то остановка. Это для тех, кто хочет в лонг, сильный знак, что можно заходить в позицию. Так что посмотрим. И вот эту. И вот эту монетку есть. Вот тут еще и на часовике уровень. Это отлично. Также. А по объему? По объему, что у нас сейчас в топе, кроме стандартных битка эфира, только новая монетка СПК. Только новая монетка. Ну давайте сейчас ее более детально рассмотрю. Так, что мы здесь видим? Было накопление, в котором, как мы поняли, что скорее всего больше заходило шортистов. И его пробили сильным движением вверх. Сейчас мы довольно сильно растем. Я бы не сказал, что даем возможность дойти в лонги, поэтому, возможно, еще будет дальше рост. Посмотрим. Пока я не уверен, куда заходить. Нужно собрать чуть больше информации, чуть больше, чтобы цена постояла и сформировала какие-то ловушки или какое-то движение, в котором я буду чуть лучше разбираться и понимать его логику. Тут-то точно я рассматриваю шорт. Шорт я здесь рассматриваю. Но для этого цена должна немножко постоять на каком-то откате, потому что мы видим, что сейчас здесь произошло. Было падение,
Очевидно, что падение закончилось, этот уровень пробили, собрали все стопы, которые люди ставили за какими-то максимумами. И если падение закончилось, логично дальше трейдерам заходить в лонг. Поэтому если буду давать возможность тем, кто хочет заходить в лонги, дадут им возможность зайти, то можно будет искать уже точку входа в шорт и пытаться смотреть места, где они будут ставить стопы, чтобы ставить там свой take profit. Тут-то похожая ситуация. Было какое-то маленькое нисходящее движение, мы его выбили вверх, но чутка для меня такая она странная ситуация. Здесь вроде по моей стратегии все отлично подходит, но нету прям уверенности, нету такого чувства, что сейчас мы полетим вверх. А тут-то также такая же ситуация. Мгм. Так, а в топе у нас какие монеты? Ай, так, в топе у нас монеты, они сейчас немножко стоят, не очень сильно двигаются, но хотя еще довольно прилично. 2% вот этот рост. Была бы здесь точка входа, можно было бы поторговать эту монетку. Но пока я не вижу. Тут-то мы подошли к уровню сопротивления, остановились. Можно зайти в шорт с коротким стопом. Но, но я не уверен, что здесь заходят прям в шорты, потому что был резкий импульс, цена остановилась. И, как мне кажется, в таких накоплениях люди больше любят заходить на продолжение движения. Так что, если глобально эта ситуация лонговая, то, наверное, здесь мне в лонги заходить не нужно. Потому что есть риск стать с трейдерами, с большинством в одну сторону. А такое мне не нужно. Ой, тут значит. Фу-ху-ху. Ох. 4-й час открылся. А, ну да, 2 минуты первого. Ой, стоп, какого первого? Ну да, тут, наверное, время по UTC и по Москве. Так. Но мне здесь все равно пока нравится. Хоть мы выкупили все вот это падение. Кстати, я, возможно, здесь бы даже зашел. Но я хотел зайти в шорт на... Я хотел зайти чуть выше. Хотел зайти примерно вот здесь, но уже нет. К сожалению, нет. Очень волатильный график. И нужно прям очень подробно смотреть за точкой входа, так как любой сквиз может закрыть в минус. И не хочется первую сделку ловить тут стоп-лосс, потому что если я получу стоп-лосс на этой монете первым входом, я больше ее в эту торговую сессию торговать не буду. Так. М.
Я не понимаю, куда тут цена пойдет. А вот тут пока у меня более шартовый дальше. В отношения мог уже 3% движения взять, но, к сожалению, не заходил. Так, нужно учитывать тот момент, что монетка двигается быстро, поэтому тут каких-то очень хитроумных ловушек, скорее всего, не будет, так как на них нужно время. Тут, если что, нужно заходить прямо в накоплениях. О, о, интересно. Блин, жаль, она откатилась. Я бы сейчас, возможно, зашел бы в позицию. О, так. Ну, тут шортить страшно, поэтому, наверное, нужно заходить в шорт. Блять, плечо снова слетело, я ж его настраивал. Плечо. Монетка какая? Я хотел зайти сейчас в СПК. СПК. Я только что перед началом торговой сессии, прям перед началом торговой сессии, я взял и... А чё, почему у меня стоп-лосс убрался? Нет, нет. Стоп-лосс у меня... Ой, чуть поставил не в плохое место. Перед началом торговой сессии я взял и выставил, чтобы у меня плечи не слетали. Точнее, выставил максимальное доступное там плечо. Или стандартное, я не помню. Но я выставил, чтобы я мог заходить на любую монету. И в это время здесь изменили. И в это время здесь изменили его. Что я делаю? Я не должен был здесь переставлять. Так, быстренько выставлю 2.028. Будем закрываться в монетах, если пойдет в нашу сторону, в токенах. Примерно движение процента 2. Хотя вот, наверное, за вот этот минимум люди, те, кто заходят в лонги, и ставят свои стопы. Так что примерно 58-56 take profit. Один к одному где-то. Так, но в этой сделке я нарушил. Я и стоп-лосс передвинул, и зашел на чуть больше объем, поэтому эта сделочка... Кстати, почему я так сделал? Потому что немножко растерялся в моменте, плечо там слетело. Сам стоп-лосс у меня также слетел. Я немножко в моменте... Вот сейчас даже стоп-лосс почему не срабатывает? Я не понимаю, стоп-лосс... У меня стоп-лосс не сработал, нужно, правда, по рынку было закрыться. Да, ошибка. Но тут это убыточная сделка по-любому. Так что, к сожалению, первая сделка зашла на этой монете, мы больше открывать позиции не будем. Сейчас меня закроют, я думаю, каким-то небольшим ростом маленьким. Хотя здесь нужно просто закрыться уже хоть как-то. Все, я закрылся.
Взял какой-то, кстати, даже получилось небольшой профит, но вчера закончил торговую сессию, где последняя сделка была нарушением, а сегодня открыл. Да, небольшое, ну как небольшое, каждое нарушение по идее важно, но здесь я не должен был стоп-лосс передвигать и немножко заходить на больший объем. Растерялся в моменте, что плечо слетело, потом стоп-лосс не сработал 2 раза и наделал хуйни, к сожалению. Благо в этот раз пронесло, и я не смог, ну, точнее не получилось убыток взять в этой сделке. Короче, уже и как-то и мысли путаются. Так, ладно. Посмотрю быстро на эту монету. Я думаю, все равно уже не нужно торговать. Либо же на пониженный объем, на какой-то маленький заходить, чтобы не брать большие риски на себя. Смотрим тут, что у нас. Тут, возможно, можно было бы взять шорт. Но тут, как по мне, какая-то нестандартная ситуация, двоякая. Можно понять трейдеров, которые будут заходить в лонги здесь. Можно понять и шортистов. Поэтому эту ситуацию я, наверное, пропущу. И здесь мне не очень нравятся монетки. По факту мне нравится только вот та волатильная, на которой я должен очень осторожно торговать. Еще ЕПТ монетка есть. Давайте я ее добавлю. Там она стоит в сильном коридоре. И сейчас начинает его пробивать. Угу. И еще мне так кажется, вот та монетка. Монетка Т, но она просто подошла к уровню. Давайте просто посмотрю подробнее на монетку Т. TUSDT. Оно что, на месте стоит? 0% изменения цены. Да. На часовике мы видим, она сейчас возле уровня поддержки. Смотрим. Так. Ну, кстати, за Т я не знаю. Тут чисто заходить с надеждой, что кто-то тут побрел от тех, кто вот здесь заходил. Ну, в принципе, кажется, да. Хотя, возможно, не всех. Но, скорее всего, да. Какой-то рынок сейчас не особо волатильный, я смотрю. Тут заходить в лонг страшновато. Я бы искал здесь точку входа а, именно поэтому в лонг. Потому что тут мы видим вот эти резкие вкаты после нескольких зеленых свечей. Вкатывает. Посмотрим. Возможно, кстати, то, что я говорил, наверное, нужно заходить уже сразу. Блин, ну я не успел, наверное. Либо же подождать такую небольшую обманку. Хотя бы небольшую. А сейчас
у меня лично складывается такая неопределенность, как будто мы упали. Цена остановилась, вроде должна пойти вниз, но пока она особо вниз не идет. Так что если сейчас вот эти все зеленые свечи вкатает какой-то красный, то на вот этой красной много зайдет в шорт. Только желательно, чтобы на вот этой красной цена примерно вот в этом диапазоне постояла и дала возможность зайти, увидеть всем ситуацию и зайти в позицию. Потому что если будет просто импульс вниз, то никто не успеет зайти. Так как вот здесь. Ну вот. Такое чувство, что у покупателей нету силы. Начинают появляться первые красные свечи. Можно зайти в шорт с минимальным стопом. Прям вообще пока идеально. Но я бы хотел бы чуть более агрессивную красную свечу, чтобы сомнения отпали, пойдет вот в ту или в ту сторону. Примерно всех побред. Вот здесь. Да, к сожалению, не взял я здесь свой take profit, и, скорее всего, нужно было заходить в накопление, так как я говорил, когда первый раз вот эту монету видел, что на таких волатильных монетах не строят, в большинстве случаев не строят какие-то прям сильные обманки. Смотрите, что мы видим. Возможно, сейчас будут набирать тех, кто захочет перезайти в шорт. Логика сохраняется. И если, но тут уже нужно чутка по более уверенное свечение, чтобы точно захотели перезаходить. И, возможно, даже процентное движение вниз, если тут заходили трейдеры в лонг. Не, ну это слишком быстрые движения. Хотя оно остановилось. А лонговать здесь страшно. Так что примерно по 59 я буду заходить. Возможно, даже чуть раньше. Все, походу, отмена. Да, тут отмена на вход в сделку. Так, что мы видим? Сильное импульсное движение вниз. В принципе, те, кто заходили здесь, мы выбили всех трейдеров. Импульс вверх шортистов. И дальнейшее движение было направлено вниз. Смотрим, что дальше для нас нарисуют и какие будут тут уловки, скажем так. Круглое число 58, возможно, будут его как-то обыгрывать, как вот 59 от него начали отталкиваться. Может, здесь интересное что-то нарисуют. Все равно буду посматривать за графиком. Может, какая монетка также начнет ходить. Но пока все стабильно. Из того, что я видел, только вот эта монета мне нравится, как двигается. Потенциально здесь можно взять хорошие движения. Кстати, а мне случайно за вчера комиссии 45 центов за вчера пришло. Окей. Так. Так. Вот есть все, смотрим. Ну тут нужно ждать минут 5, я думаю, точно. Потому что то, как я говорю, сейчас мне непонятно, куда пойдет цена.
больше желания здесь мое лично зашортить, потому что мы подошли к какому-то такому зеркальному уровню и, возможно, тут заходят в лонги. Но слишком мало времени постояли здесь. Интересно, вот это падение выкупят резко или нет? Или мы сейчас пойдем ниже уровня? Мгм. Пошли ниже. Понятно. Ну вот здесь уже примерно в этом диапазоне, ниже 57, мне кажется, можно будет и лонговать. Весь вот этот рост после накопления, его вкатали. И если мы начнем плавно как-то двигаться ниже, это будет уже заявка, что покупатели слабые, скажем так. Продавцы все выпродали, весь этот рост, и, возможно, дальнейший поход вниз. Поэтому если цена будет где-то вот тут держаться ниже, то я бы заходил в лонг. Но еще желательно какую-то страшноватую картину нарисовать. Какие-то большие красные свечи к этому сюда вниз. Либо что-то другое. Но пока нужно ждать. Ну, кстати, вот здесь также шортово довольно смотрится. Особо не верю в лонг. Возможно, нужно зайти уже здесь, в лонг. Решил зайти, не ждать. Зайти со своим стандартным стоп-лоссом в 1%. Но что-то у меня плохое предчувствие, как будто это была ошибочка. И рано я зашел. Я просто в идеале я подождал бы какое-то накопление, чтобы больше собрать информацию и подождать. Но тут монетка слишком быстро ходит, и мне показалось, что может быть быстрое импульсное движение вверх. Чисто поэтому зашел, так как боялся, что вот таких накоплений не будет. Но заходить из-за страха и больше просто на какой-то чуйке это довольно неправильно. Так что вот так давайте процент движения. Это вот примерно 56 где-то там. И выставлю я в монетах. Вот тут. Закроет меня или нет? Или закроет? Посмотрим сейчас. Тут, в принципе, стандартная сделочка с соотношением 1 к 1. Заходил я по логике, что цена очень сильно падает, все откаты вкатываются, и тут прям была такая возможность, был небольшой откат, и можно было зайти в шорт с маленьким стоп-лоссом. То есть вот импульс был, и вот здесь можно было заходить спокойно в шорт с маленьким стопом и потенциально брать еще один импульс вниз. Мне показалось, что на этом люди смогут зайти в шорты и зайти против большинства трейдеров в лонг и взять стандартное движение в 1%.
об него закрыться. В принципе, так все и произошло. Не уверен, кстати, что именно в этом моменте прям логика была верна. Типа трейдеры торговали именно так, как я говорю. Возможно, тут просто повезло. Но, возможно, анализ был верный. Я в таких сделках не так часто торгую. Я больше люблю ждать какие-то накопления, больше собирать информации, чтобы убедиться в том, что я стою в нужную сторону. Так что вот так. Пока у нас было две сделки, обе закрылись в профит. Но на первой я там чутка пошалел и мог закрыться и в убыток, но слава богу обошлось. Тут я в принципе взял быструю и хорошую сделку с соотношением 1 к 1. Посмотрим, кстати, быстренько. Наверное, если сейчас нету каких других монет, которые ходят сильно, сделаю перерыв. Небольшой профит получилось взять. И, наверное, я так и сделаю. На этой монете-то можно еще поторговать, но я вижу, что я морально уже более податлив к нарушениям. Чутка, скажем так, не такой уверенный, как должен быть. Поэтому, наверное, нужно все же сделать перерыв, чтобы не натворить делов. Так что вот так. Закрылись мы с прибылью. Было у нас $133, стало 136, $2 получилось заработать. Так что на этом буду заканчивать. Все. Спасибо всем, кто посмотрел.